Заросшая поляна у дома лесника – то самое место. Готовимся с раннего утра и чистим ее для серьезной ландшафтной работы. Убираем молодую лиственную поросль, чтобы четко представить и позднее обозначить контур будущего водоема. Светлая детская мечта вот-вот осуществится. Пилить горячо любимые хвойные не поднимается рука. Поэтому пусть даже и с большим трудом пересаживаем. Под надзором рыжего прораба. Отвозим деревья ближе к домам на волокушах и формируем зеленую изгородь в таежном дворе. Если при пересаживании сохранять ориентир кроны на солнце, шансы, что деревце приживется на новом месте, наиболее высоки. Вместе с тем, засушливая пора – не лучшее время для пересадки деревьев. Однако выбора у нас нет, ведь эта пора – лучшее время для реализации долгожданного водного объекта. Остается лишь надеяться, что пышные хвойники приживутся на новом месте. Волнение возрастает с каждым часом, ведь уверенности в том, что все пройдет так, как задумано, нет. И мы лишь предполагаем, что же нас ждет в ближайшее время. Пока же сосредоточились на подготовке участка, отложив работы в доме-шалаше на потом. Пополняется березовыми чурбаками лишь поленница, сделанная на днях. Почти готово, и мы стараемся отложить в памяти это место до масштабных изменений. Ведь уже скоро оно кардинально изменится, и в нашем таежном дворе наконец-то появится свой живописный пруд, в котором будет плавать рыба и ползать раки. Подъезды техники очищаем от высокой травы, чтобы убедиться в том, что поляна чиста. Нет старых пней да валежин. И в финале подготовки пересаживаем еще несколько сосенок, стоящих по краям поляны, на всякий случай, чтобы их не заломала техника. Теперь остается дождаться того самого момента, волнительного и значимого. Момента, когда на участок впервые заедет техника. Перед ее появлением осматриваем шурфы с водой, выкопанные на участке. Вода стоит уже больше месяца, а значит, мы будем надеяться, что все затеяли не зря. Дорога сюда была сложная, но все-таки техника здесь. КамАЗ и экскаватор JCB. Позвали мы и опытного Сергея, который уже много лет является счастливым обладателем своего рыбно-утиного пруда. После небольшого совещания окончательно разметили контуры водоема колеями, и все началось. Выяснилось, что площадка для грунта нужна значительно больших размеров, чем мы предполагали изначально. Поэтому начали именно с ее расширения. Старые пни и молодая осиновая поросль оказались на краю соседней поляны, где будет сформирован свал грунта. За 5 минут работы фронтального ковша было полностью расчищено несколько соток земли. Ну а далее стартовал процесс копания котлована под рыбный пруд. Начали с самого глубокого места у дома лесника. Ориентировочная глубина 3,5 метра. На такой глубине лед не появится даже в самые лютые морозы, и рыба сможет здесь спокойно пережить зиму. Отсюда и название. Зимовальная яма. Проблемы не заставили себя ждать. На первом рейсе груженный КамАЗ застрял. И даже помощь экскаватора не помогла. Было решено разгрузиться наполовину прямо здесь, выровнять грунт и попробовать продолжить. В воздухе повис вопрос. А сможет ли вообще КамАЗ при отсутствии нормальной дороги разгружать грунт в течение всего дня, учитывая подобные сложности? Сброс половины грунта не помог. КамАЗ все так же буксовал во влажной траве и не мог выехать. Вариант остался один – полностью освободить кузов и толкать экскаватором с опор.
КамАЗ стал значительно легче, и экскаватор без труда толкнул его вперед, после чего выровнял грунт и отправился обратно, а КамАЗ все же добрался до разгрузки. Раз в неделю мы по традиции совершаем объезд наших лесных угодий. В дорогу с собой берем лишь два инструмента, проверенных временем и делом. Цельнометаллическую лопату на случай, если застрянем, и, конечно, бензопилу для заготовки дров и расчистки пути от ветровала. Среди множества пил мы остановились на бензопиле от Grizzly и выбрали брутальную и мощную Sky 07, как раз для диких условий. 4,5 лошадиных силы и длина шины в 50 см позволяют пиле решать круг своих вопросов, не напрягаясь. Гениальное по простоте решение с хранением винта натяжения цепи поразило еще до первых тестов инструмента, а защитный кожух для зубчатых упоров приятно порадовал, ведь при перевозке никакие вещи не повредятся. Двухтактный двигатель объемом 56 кубических сантиметров обеспечивает высокую производительность и надежность в работе, а праймер и функция легкого запуска пилы делают старт быстрым и простым. По-настоящему быстрым и простым. Удобная фурнитура, виброзащита, небольшой вес и большая мощность делают пилу от Grizzly желанным напарником в лесном ремесле. Кузов дров за несколько минут. Экономия времени достигается не только отработанным навыком, но и качественным инструментом. Ну и бонус в комплектации. Помимо ключа и отвертки для настройки пилы, имеется напильник для заточки цепи. Все нужное под рукой. Такую пилу и другие инструменты от Grizzly вы, друзья, можете приобрести на сайте всеинструменты.ру по ссылке в описании к видео. Наши глаза загорелись оптимизмом. Появилась надежда, что все может получиться. Однако, похоже, такой оптимизм испытывали только мы. Ведь в эти моменты мы управляли лишь нашими камерами, стараясь запечатлеть весь этот исторический процесс в таежном дворе на кадрах. КамАЗ снова застрял, причем пустой, после выгрузки грунта. Поехал обратно с большим трудом. В глазах водителя читалось легкое недоумение от условий работы, и временами слышались возгласы о возможной остановке работы из-за отсутствия дорог. Кофе и чай со свежим печеньем немного разрядили обстановку, и процесс понемногу стал настраиваться. КамАЗ периодически застревал, но все же самостоятельно выбирался из мокрой травяной ловушки. Мы все время были рядом и помогали, чем могли. Ты палку под КамАЗ засунул? Что-то она не достается. Так это кривой. Заводи. Ага. Спустя 40 минут тандем техники заработал как часы. Зимовальная яма становилась все глубже, а насупившиеся лица машиниста экскаватора и водителя КамАЗа наконец начали расправляться, что дало нам облегчение, хоть и ненадолго. Рыбный пруд по нашей задумке должен состоять из 3 разных уровней: глубокой ямы для зимовки, средней глубины и так называемого лягушатника, где рыба будет нереститься и произрастать водоросли. Начинать реализацию подобного проекта целесообразно с копания именно самой глубокой части водоема. Так будет удобнее выходить на более мелкие ступени. Выгрузка грунта происходила в несколько этапов. Сначала поляна заполнялась от центра и до краев леса. Потом грунт равнялся экскаватором и снова засыпался КамАЗом вторым слоем. Подсыпка на дорогу уже спустя полчаса превратилась в сложно проходимое, покрытое глубокими колеями место. Протекторы на резине основательно забились глиной. Каждый удачный выезд и заезд КамАЗа по-настоящему радостное событие. Работа машиниста экскаватора временами завораживала. Рычаги управления, словно продолжение рук, методично совершали движения, и огромная техника, шатаясь и чуть поскрипывая, ритмично доставала грунт из котлована. Когда-то мы всерьез подумывали о том, чтобы выкопать котлован под водоем своими руками.
Однако в эти моменты пришло четкое осознание, что решение это сделать при помощи техники верное на 100%. На такой объем ушли бы колоссальные затраты человеческих ресурсов, времени, а может и здоровья. И съемки фильма про свой рыбный пруд в лесу длились бы не меньше года. А с помощью техники мы планируем сделать это за один рабочий день. Вот только условия для свершения задуманного то и дело играют против нас. Мокрая трава, дождь и иногда чуть сердитое ворчание водителя КамАЗа. Но вера в проект и оптимизм, который горит в наших глазах, говорят окружающим: все обязательно получится. И КамАЗ снова, медленно, но верно, приближается на разгрузку к уже порядком заваленной грунтом поляне. Девиз «Только вперед» работает и здесь. Выбора нет. Водоем должен появиться на таежном дворе во что бы то ни стало. К обеду развязка перед двумя полянами стала подсыхать, и экскаватор наконец-то дошел до сухой желтой глины, которой было в планах осуществить новую подсыпку. В перерывах между работой обращаем внимание на Дасю. Она часто ловит запахи, идущие из густой лесной чащи. Все дело в солончаках, которые мы организовали на самом краю таежного двора. Здесь уже бывали не только белки и зайцы, но и приходила косуля. Следы ее копыт мы часто видим в округе. Если солончаки будут популярны среди местного благородного зверя, мы сделаем добротные солонцы прямо здесь. Косули – настоящие путешественники. Границы их ареала не являются постоянными даже в течение года. Они изменяются в зависимости от сезона. Предпочитают смешанные леса и не любят темнохвойные чащи. А вот участки с полянами, богато развитым кустарниковым подлеском и густым травостоем – излюбленные места обитания. Биологи выделяют несколько экотипов косули – лесную, степную и полевую, в зависимости от места рождения и постоянной территории обитания. В наших лесах они часто пасутся на реке, вкушая свежую водно-болотную растительность. Теперь стали чаще бывать у границы таежного двора, где полным ходом идет работа. Только-только все наладилось, работа, схема рабочая, как сгустились тучи и закапали первые капли дождя. Чему мы, не сказать, чтобы обрадовались, потому что есть потенциальная угроза остановки всех работ. Между тем, все самые густые и темные грозовые облака прошли мимо, лишь немного зацепив нас. Следующий слой подсыпки для КамАЗа – чуть влажноватая желтая глина, целый кузов которой отправился на уже сформировавшуюся развязку между полянами. Открыв челюсти ковша, экскаватор выровнял глину, и теперь, когда она легла вторым слоем, КамАЗу стало передвигаться на выгрузку и обратно значительно легче. Но радоваться такому успеху можно лишь до тех пор, пока не пойдет дождь. Вода быстро сделает из глины вязкую субстанцию, и КамАЗ может застрять пуще прежнего. Переменная облачность все время держит в напряжении, и даже появившееся солнце не дает расслабиться. Отсутствие полноценной дороги до места разгрузки тормозит и удлиняет весь процесс. А вероятные осадки могут и вовсе остановить нехитрую схему работы. Поэтому смотрим в небо с огромной надеждой на ясную погоду. В районе 11 часов экскаватор снова выровнял отсыпанный грунт и расширил поляну еще на несколько десятков метров. Сейчас мы думаем над тем, что же делать с этими объемами грунта. Отсыпать местную дорогу, сформировать из него рельефный ландшафт или просто подождать, пока он схватится, и воплотить на этом возвышении новый оригинальный строительный проект. Друзья, может, у вас появятся светлые идеи, как же поступить с грунтом. Пожалуйста, посоветуйте. Поляна получилась почти правильной геометрической формы с ровным и выкатанным основанием, да еще и с большим количеством грунта поверх. Что же здесь можно реализовать?
К обеду все начало быстро меняться, и не в лучшую сторону. Небо опять затянуло, и с юга на нас двинулась мощная дождевая туча. Однако ливня нет, лишь мерный шелест падающих капель. Дорожная развязка начала становиться вязкой и скользкой. В воздухе повисла тишина, и снова те самые вопросы о возможности продолжать. Оказалось, что мы приспособлены к непогоде лучше, чем техника. Рыжий прораб суетливо оглядывает окрестности и намекает на продолжение работы. Идет легкая морось, стихла техника, мужикам мы накрыли стол, время обеда, а потом продолжаем копать дальше. Что-то уже получается, мы завершаем копать самую глубокую часть водоема. Глубина ямы получилась чуть больше запланированной, ровно 4 метра. И это маленький повод для радости. Рыбный пруд понемногу приобретает свои очертания, и уже сейчас глубже, чем предполагалось. А значит, рыбе и прочей живности будет больше простора и воли внутри. Час дня. Словно по щелчку небо прояснилось. Обед укрепил настрой операторов техники, и работа возобновилась с увеличенным темпом. Зашумели двигатели, и тишина леса сникла до самого глубокого вечера. Замеры наиболее широкой части котлована под водоем показали отметку в 19 метров. Вот-вот будет пройдена отметка в 20. Приступаем к следующему важному этапу – выходу на средний или промежуточный уровень будущего водоема. Здесь рыба средней величины будет чувствовать себя оптимально. Отсюда же она будет спускаться на зимовку в яму и выходить на нерест в лягушатник. Главная задумка нашего пруда в том, чтобы рыба имела для своей жизнедеятельности разный рельеф дна и могла им пользоваться в зависимости от потребностей, повадок и внешних температур. Стараемся правильно донести информацию о всех деталях проекта, каждом уровне, его длине, соотношении стыков и углам скатов. Ведь в водоеме должно быть хорошо не только рыбе, но и нам, поскольку в особо жаркую погоду им планируем пользоваться и мы. И вторая ступень с немного понижающимся уровнем к зимовальной яме вполне может стать лучшим местом для водных процедур. Дно этой платформы останется преимущественно чистым и будет свободно от произрастания высших растений, которые мы посадим на первой ступени. Но до нее мы еще пока не дошли. Рыжий технадзор внимательно разглядывает меняющийся ландшафт. Денис помогает Дасе оглядеть все с высоты, чтобы ни одна деталь не была упущена. Тем временем копание среднего уровня плавно подходит к завершению, а на поляне для выгрузки грунта остается все меньше и меньше свободного места. Трамбовка перехода между ступенями, и экскаватор начинает готовить площадку для работы над первой, самой мелкой ступенью. Контуры будущего водоема уже явно различимы, и мы с радостью представляем тот момент, когда водоем наполнится водой, и летом, при выходе из дома лесника, будет открываться живописная картина. Объемы выкопанного грунта поражают. Сколько бы месяцев или лет ушло у нас на коп такого объема вручную. Минутка психологической разгрузки от Даси. Когда она рядом, все идет по плану. Иначе не может быть. Уклоны и ступени выглядят именно так, как мы себе их и представляли. Солнце клонится к закату. Нас ждет финал. И кажется, все самое сложное уже позади. Глубина первой ступени будет составлять всего около метра. Здесь уже в следующем летнем сезоне закипит жизнь водоема в ее самых разнообразных проявлениях. Рыжий биолог уже придумал, какие высшие растения для фильтрации воды нам нужно будет засадить в эту часть рыбного пруда. Сюда рыба пойдет на нерест, позже будет скатываться на глубину, а малек развиваться и крепнуть на мелководье, после чего тоже отправится вниз. На этой же ступени мы организуем заход в водоем для купания. Освежиться в жару после изнурительной работы в таежном дворе – ежедневная летняя потребность.
Так что водоем принесет пользу не только рыбам и ракам, но и, конечно, нам. Символичный момент. На последнем рейсе до поляны с грунтом КамАЗ застрял. Выбора нет. Решено снова разгружаться рядом. Поверхность, которую подсыпали и равняли весь день, была ниже, чем берег у дома лесника. К концу дня уровень берегов практически везде одинаковый. Последние штрихи. Экскаватор равняет площадку перед первой ступенью водоема. Пришлось договариваться дополнительно, чтобы операторы техники продолжили работать после смены. Переносить работы на другой день для нас не вариант. И к половине 10-го вечера все наконец-то завершено. Котлован выкопан. 3 ступени. Максимальная глубина 4 метра. Длина 26 метров. И ширина 13 метров. В наступающих сумерках техника покидает наш участок, и звуки удаляющегося гула радуют слух как никогда. День завершается с глубоким облегчением, ведь теперь у нас есть то, с чем можно и нужно работать дальше. Да, в процессе его копания были сложности, и мы сделали все от нас зависящее, чтобы их преодолеть. Была плохая погода, спешка, разговоры с операторами техники и даже эпизод на повышенных тонах. Но все позади. Опыт, полученный нами, выражается в простых правилах. Первое. Все разметки, глубины и переходы должны быть обозначены как можно детальнее на самом участке. Идеально, если есть чертежи. Второе. Площадка для выгрузки грунта должна быть по-настоящему большая и подготовлена заранее. Это также важно, как выкопать сам котлован. Третье. Предупредить операторов техники на старте, что будет тяжело все время. Комары, дождь, мокрая трава и так далее. Работать в лесу всегда тяжело, и для кого-то это может стать невыносимым испытанием. И четвертое. Лучше заложить на все работы раза в 1,5-2 больше времени. Избежать спешки и работать в удовольствие. Хотя, с другой стороны, это приведет к увеличению денежных затрат. В общем, попытаться найти баланс в процессе. Главная работа завершена, и с тем результатом, на который мы рассчитывали. И если мы когда-нибудь решимся на расширение нашего водоема, то процессы взаимодействия выстроим уже немного по-другому. Однако, всему свое время. Спустя полчаса в чаще захрустело и затрещало. Геннадий вернулся из тайги и собирается рассказать о своих приключениях, используя крапиву. Время ужина, рассказов о лесной жизни и новых планов. Подготовка самая простая. Костерок на сухих сосновых ветках, да котелок с родниковой водой на таганок. Внутрь на варку куриное филе. Сегодня мы приготовим суп «Лесной страшник». Это традиционное блюдо народов Урала-Севера. Оно готовится на любом бульоне. Как правило, готовили на глухарином, на репчаковом. У нас этого нет, у нас курица и крапива. Соль, перец. У кого были какие специи, то и добавляли. Для нас это определенно лучший вкус текущего летнего сезона. Отведала лесного страшника в свое время и Досяня. Под неспешные разговоры достается пенка. Чем дольше варится бульон, тем насыщеннее будет палитра вкусов у похлебки. В горячую воду отправляется крапива по самые края сковородки. Ошпаривать долго ее не нужно, хватит и нескольких минут. А дальше начинается простой процесс рождения шедевра. Крапива отжимается и формируется в небольшие брикеты. Нарезается помельче. Главная задача сделать из ошпаренной крапивы однородную массу. И здесь на помощь нам приходит походный миксер. Питается от батареек и обрабатывает небольшие объемы, но свою работу делает на отлично. Остается долить густого куриного бульона, посолить и поперчить, да сделать страшник. Вместо куриного бульона можно использовать обычную кипяченую горячую воду. Тогда блюдо подойдет и для вегетарианцев.
Однако насыщеннее и вкуснее всего для нас является вариация лесного страшника, когда в миксер добавляются кусочки вареной курицы. Получается похлебка с оригинальным, ни с чем не сравнимым вкусом, которую не прочь попробовать и рыжий представитель дегустационной комиссии. Структура и цвет у похлебки в зависимости от добавления курицы визуально различается. Перед подачей сковородка с содержимым в течение нескольких минут разогревается на костре. Саму подачу Геннадий оформляет злаками и ржаными сухарями, которые придают блюду завершенный вид. Приятного аппетита! Признаюсь, что это простое блюдо покорило меня с самой первой тарелки. Если сюда добавить еще сныти, то появится небольшая сельдереевая нотка. Тоже очень классно и полезно. Сныть тоже, кстати, полезная. И она дает свежесть. Спасибо, Гена. Отличный рецепт. Пожалуйста. Хватит снимать, пошли есть. Пойдем. Новый день в лесу сулит большой объем работ. Ранний подъем, кофе, и в 9 утра заступаем с рыжим зверем на смену. А занятий для души здесь множество. Начинаем с расчистки травы с берегов. Она уже не поднимется, и сейчас определенно мешает берегам выглядеть опрятными. Тут же подпиливаю торчащие из берега корни деревьев и кустарников. Да, они укрепляют сам грунт, но свисать вниз не должны. Ну а дальше начались работы в самом котловане. Подрезка висящего дерна, выравнивание склонов и выгребание оставшегося грунта. Эти выступающие части грунта в любом случае обвалятся и скатятся вниз, поэтому лучше позаботиться об этом заранее, иначе потом, когда вода будет стоять под берегами, его уже не достать. Солнце начинает припекать, и работать в комбинезоне уже не так сподручно, как по утру. Выбрасывая из котлована лишний грунт, параллельно формирую небольшие глиняные ступени для удобного перемещения между уровнями будущего водоема. Конечно, с появлением воды их контуры размоются, а твердость пропадет. Но они нужны именно сейчас, на этапе, когда котлован не заполнен водой, и происходит доработка рельефа дна. Зимовальная яма требует особого внимания. Здесь нужно убирать рыхлый грунт и равнять скаты. На приведение в порядок всех ступеней будущего водоема ушло 2 дня и около 12 часов работы. Использовались только лопата и волокуши. Разница очевидна. Теперь нет лишнего грунта. Все выглядит опрятно. А склоны стали более пологими и сформированы так, что обвалы будут минимальны. Все сделано вовремя, и место готово для заполнения водой. Однако до наступления этого момента мы решили сделать еще кое-что. Организовать коряжник из массивных сосновых веток с того самого дерева, на котором висит колода с нашими пчелами. Навозили тяжелых речных камней для утяжеления ветвей и обустройства рельефа дна. В этой части пруда будет нереститься рыба, и коряжник поможет ей не только отметать икру в безопасности, но и всей рыбной молоди чувствовать себя в укрытии, расти без стресса от нахождения рядом хищников. А под камнями найдут себе укрытие раки, которых мы также планируем разводить в пруду. Решение организовать рыбный пруд на своем лесном участке крайне серьезно, ведь водоему требуется большое внимание, и человек, решивший создать свою водную экосистему, пусть и небольшую, несет за нее полную ответственность. Жизнь, которая появится здесь скоро, будет находиться всецело в наших руках, и только от нас зависит, будет ли процветать это место или превратиться в болото. И мы смело и ответственно заявляем:
болоту здесь не бывать. Ну а с вами были мы, Лесные. До новых встреч, друзья. Всем пока!